Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня, как это нетипично для моего канала, будут очень короткие ноготочки под гель-лаковую покраску. Сегодня у нас те ногти, о которых вы давно меня просили, очень короткие ногти. Ну, короче, просто не придумаешь, девочки. Здесь вот ровно по форме ногтевого ложа упилена длина ноготка. Это ручки нашей всеми любимой Ланы. Она еще все ходит с короткими ногтями. Все еще ей это нравится. Но на самом деле она ждет, пока приедет какая-нибудь ученица и нарастит ей длины. В общем, делаем нашей Лане покрытие цветом. Как обычно, у нас будут две разные ручки, поэтому одну ручку мы покрываем черно-красной гаммой, вторую ручку будем покрывать чем-нибудь другим. В этом месте Лана у меня чихнула, и я ей немножечко запачкала кожу на пальчике. Там не затек, там просто запачканная кожа. В общем, покрываем все наши пальчики, выбранные пальцы покрываем черным цветом, оставшиеся красным. Оба цвета из коллекции Blue Sky, ссылочки на них оставлю вам в описании. А теперь будем рисовать. Что же мы сегодня будем рисовать? Рисовать мы сегодня будем нечто совершенно потрясающее. Длины у нас немного, много дизайна у нас не поместится. Поэтому надо, конечно же, держать себя в руках, но минимализм, как вы знаете, совершенно не мое. Поэтому я для себя выбрала вот такие вот зоны, где я буду располагать дизайн, а потом нарисовала в них вензеля. Конечно же, вензелей планировалось совсем немножечко, но получилось то, что получилось, поэтому внимательно наблюдайте и напишите мне в комментариях, где нужно было остановиться.
Для того, чтобы было удобнее рисовать вензеля, перекрываю ноготочки финишем, потому что черная красочка мне дала все равно небольшой объем, и кисточка по этому объему может прыгать. Линии могут получаться не совсем настолько чистыми, насколько я хочу. Поэтому перекрываем ноготочки и уже по перекрытию будем рисовать вензелечки. Если вы до сих пор не умеете рисовать вензеля, приглашаю вас на онлайн-курсы по вензелям. Ссылочку опять же оставлю в описании. Я же тем временем отключаю фантазию, отключаю голову и рисую так, как рисуется. Стараюсь максимально заполнить ту зону, которую я для себя определила. Но при этом, я же говорю, минимализм это не мое, поэтому я еще и выхожу за эту зону, потому что мне показалось, что так будет маловато.
Ну и как вы все знаете, это у нас Лана. Лане можно делать все, что угодно, но под матовый финиш. Поэтому перекрываем все наши ноготочки матовым топом. И вот единственное, за что я не люблю матовый топ. Он такой прекрасный, он такой красивый, но когда руки клиента мажутся маслом, топ прекрасным быть почему-то резко перестает. Жутко мне не нравится, его потом как ни натирай салфетками, как ни вытирай обезжиривателем, все равно он смотрится как-то не очень симпатично. Вот, собственно говоря, такой результат у нас сегодня получился. Очень короткие ноготочки, покрытые гель-лаком. На каждом пальчике сделано выравнивание разными методами и разными материалами. Ссылочку на этот урок оставлю в описании. Ну а я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!